На фоне адской атмосферки в соревновательных матчах, благодаря багу, который я обнародовал, разработчики наконец-таки выпускают небольшое обновление для CS2, которое весит не больше 30 мегабайт. Вдобавок, они закрывают возможность отслеживать определенные ветки игры, по которым можно было предугадать выход будущих обновлений. И да, сегодня мне есть что вам рассказать, так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками, тогда бегом на Hellstore выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, начнем, пожалуй, с самого главного. Баг, благодаря которому вы получали возможность изменять файлы игры, тем самым используя легальный wallhack и SkinChanger, они не пофиксили, и он до сих пор работает и радует обитателей официальных серверов игры. Ну а кому интересно, обязательно посмотрите мой ролик, ведь под тем роликом я выложу обновленную версию и инструкцию к ней. И вы знаете, на самом деле, когда я решил показать всем, как работает данный баг, я со злостью надеялся, что создастся некий дискомфорт в соревновательных матчах, и разработчики тут же побегут его исправлять. Но на деле меня приятно удивили люди, которые попросту использовали его для веселья, заменяя модели персонажей, отчего мой негатив быстро сменился на улыбку. Тем более, что это привело к тому, что многие стали интересоваться моддингом. Так что, ребята, развлекайтесь, пока лавочку не прикрыли. Ну а теперь поговорим о текущем обновлении. Подогнали незначительную оптимизацию производительности в некоторых случаях, связанных с работой процессора. А настройка прицела, которая призвана следить за отдачей в режиме наблюдателя, теперь будет соответствовать настройке прицела игрока. И добавили возможность обновлять аннотации к существующим картам в мастерской. И, конечно же, куда уж без файлов локализации. Ну а далее у нас интересная новость, которая меня озадачила. Разработчики либо скрыли, или же вовсе удалили DPR ветки к игре. Кто не понял, что это за ветки, поясняю. Их разработчики обычно используют для теста будущей версии игры перед релизом в самой игре. И по ним раньше можно было определять активность разработчикам перед выходом какого-либо обновления. По крайней мере, так было раньше. Но на деле, ребят, ситуация никак не изменилась. Ведь в последнее время они обновлялись либо вместе с выходом самого обновления в игре, или же на минуту позже или раньше. А иногда и вовсе появлялись изменения, которые не приводили впоследствии к обновлению. Короче, суть вы поняли. В последнее время они стали больше путать, чем давать какие-либо намеки. Так что действительно невелика потеря. Однако, зачем вдруг разработчикам понадобилось их скрывать? Это загадка. Вот такие вот дела, ребята. Карта Train до сих пор не встала в основной маппул, а страшный баг в игре не пофиксили. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!